Глава 1356. Вознесенные культиваторы. Культиваторы не возражали словами Чжао-Гуй. Чжао-Гуй и культиватор Вэнь переглянулись между собой и подошли к большому каменному столу в середине зала. Культиваторы поблизости поспешно встали, освободив для них несколько мест. Старшие кивнули и быстро заняли свободное место. Когда культиваторы стадии пространственного закаливания сели, они без промедления начали торговую встречу. Хань Ли обменял тысячелетние растения на несколько редких талисманов. На данный момент его достижения в изготовлении талисманов достигли своего предела. Хотя у этих талисманов не было серебряных рун, они все еще были довольно редкими. Он мог их использовать для лучшего понимания до изготовления талисманов при тщательном изучении. Когда обмен закончился, все стали делиться своим опытом культивации или опытом использования уникальных секретных техник. Хотя почти все говорили простыми или расплывчатыми словами, а некоторые говорили довольно подробно, опуская любые критически важные моменты. Те, кого это интересовало, не стали настаивать рассказать их поподробнее, а просто потом отправили им передачу голоса. Два культиватора пространственного закаливания не обращали на это внимания. Углубившись в талисманов, Хань Ли вкратце рассказал о нескольких мелких областях своего понимания. Однако было ясно, что в зале было не так много вознесенных культиваторов, которые интересовались талисманами. Они не особо обращали на него внимание. Но когда культиватор Вэнь и Чжао-Гуй услышали, как Хан Ли упомянул что-то, связанное с талисманами из серебряных рун, на их лицах мелькнуло удивление. Хотя было много высокоранговых культиваторов, кто постиг серебряные руны, было бы невероятно трудно изучать талисманы без непосредственного обучения. После того, как культиваторы закончили делиться опытом, несколько человек задали вопросы Чжао-Гуи и культиватору Вэню о своих трудностях, с которыми они столкнулись в культивации. Тем не менее, культиватор Вэнь в ответ дал лишь несколько коротких слов и слабо улыбнулся. Чжао-Гуи ответил им в передаче голоса. Культиваторы в ответ кивнули в знак благодарности и сели по своим местам, больше не задавая вопросов. Все недавно вознесенные культиваторы так или иначе испытывали трудности в культивации. Кроме Хань Ли, никто не хотел отказываться от этой возможности. Кроме того, Хань Ли культивировал искусство двойной культивации, искусство истинного первородного дьявола. Хотя были области, которые он не понимал, никто не занимался этим раньше, поэтому он не хотел задавать вопросы по этому поводу. Он просто сидел молча. Через 2 часа все закончили говорить и начали обменивать свою информацию на лекарственные растения. Как правило, после этого встречи обычно заканчивались. В этот момент культиватор Вэнь вздохнул и медленно поднялся. «Хорошо, раз мы закончили все мелкие дела, мы принесли несколько приказов от старейшины Лайло. Поэтому слушайте внимательно». У остальных культиваторов задрожали сердца, а выражения на лицах стали серьезными. В городе высшего неба было 5 старейшин. Мастер Лайло и монах Цзинь Юэ были 2 из них. Они были культиваторами интеграции, тела с глубокими способностями, и оба были вознесенными культиваторами. Тем не менее, Цзинь Юс не заботился о внешних делах и проводил большую часть своего времени в уединенной культивации. В результате мастер Лэйло стал лидером вознесенных культиваторов города. У него был непревзойденный авторитет и престиж среди вознесенных культиваторов. Однако Хань Ли еще ни разу не видел его с тех пор, как прибыл в город. Он видел 3 других старейшин во время их лекций в зале высшего неба. В зале раздался холодный голос Чжао-Гуй. Старейшина Лэйло отдал приказ незадолго до этого. Он, наконец, получил некоторую конкретную информацию. В течение 10 лет город высшего неба, скорее всего, будет осажден различными чужеземными племенами. Существует небольшая вероятность, что это будет атака 3 или более чужеземных племен. Хотя шансы невелики, есть небольшая вероятность того, что повторится война с сотнями чужеземных племен. Хотя многие в зале уже ожидали это, от слов Чжао-Гуи их сердца ушли в пятки. Большинство даже побледнели, когда услышали упоминание о войне с сотнями племен. Хотя прошло всего около 100 лет с тех пор, как эти культиваторы вознеслись из более низкого мира, они были наслышаны о легендарной войне. Эта угроза почти привела к исчезновению людей и демонов. Согласно последней войне, сражение заняло 10 тысяч лет, а его жестокость была за гранью воображения. Сидя в углу комнаты и все это время мало говоря, Хан Ли глубоко вздохнул и криво улыбнулся. Оказалось, что эти обстоятельства были не просто слухами, и он должен был придумать план спасения себя. В противном случае, если бы началась большая война, даже культиватору стадии интеграции тела было бы трудно выжить, не говоря уже о пустяковом культиваторе божественной трансформации. Мужчина с босыми ногами встал и почтительно спросил, почему старший сказал эту информацию людям с низким уровнем культивации, таким как мы.
Не произойдет ли утечка информации? Чжаогуй холодно сказал: «Господа даосисты, вы все культивировали в низших мирах со скудной духовной ци, пока не достигли этой стадии. Вы одержали победу над всеми трудностями, чтобы подняться в мир духов. Ваша мудрость необычна, поэтому я поясню. В предстоящие годы все вознесенные культиваторы, занимающие позиции в качестве темных лазурных стражей, будут размещены на важных позициях. Если появится какая-то опасность, совет старейшин в первую очередь выберет нас, чтобы разобраться с ним. Хотя вознесенные культиваторы присоединяются к нам каждые несколько лет, большинство высокоранговые культиваторы, которые умерли за город высшего неба, также были вознесенными культиваторами, как и мы. По правде говоря, число вознесенных культиваторов не составляет 10-й части от общего числа высококлассных культиваторов в городе. Культиваторы мира духов занимают более безопасные позиции. За последние несколько лет вы должны были понять это. Некоторые из вас выполняли приказы в чрезвычайно опасных миссиях. Теперь вы, возможно, знаете это, но ваш нынешний статус является результатом солидарности вознесенных культиваторов и кропотливых усилий старейшины Лайло. Говорят, что до того, как монах Цзинь Юс и старейшина Лайло вошли в совет старейшин, с вознесенными культиватором обращались еще хуже. Небольшая половина вознесенных культиваторов часто погибает при исполнении служебных обязанностей. Услышав это, на лицах вознесенных культиваторов появились мрачные выражения. Все культиваторы чувствовали, что его слова были правдой. В последние годы они лично были свидетелями того, как вознесенных культиваторов часто назначали на чрезвычайно опасные миссии, где они с большой вероятностью могли погибнуть. В противном случае в зале их сейчас было бы больше. У Хань Ли по-прежнему было равнодушное выражение. С тех пор, как он стал темным лазурным стражем, он был назначен на бурлящее болото и другие опасные области. И из сопровождающих его отрядов большинство их лидеров также будут вознесенными культиваторами. Он давно заподозрил нечто неладное по этому поводу. В результате, когда Чжаогуй позвал его для участия в этой встрече, он с готовностью согласился. Очевидно, местные культиваторы боялись вознесенных культиваторов. В противном случае, когда старый эксцентрик Мин и другие не смогли заполучить сокровища на его духовной земле, они бы не оставили его. Это тем более был повод принять приглашение, когда опора сама искала его. Конечно, после того, как он присоединился к этим встречам, его не посвящали в другие вопросы, а его отряду не навязывали никакие другие миссии. Естественно, это было также потому, что бурлящее болото уже было опасной областью. Затем сказал культиватор Вэнь: «Причина, по которой мы сообщаем вам эту информацию, заключается в том, что старейшина Лэйло хочет предоставить возможность сохранить силу вознесенных культиваторов до того, как он подвергнется еще большей трибуляции». Женщина в лазурных дворцовых одеждах и платке почувствовала искру радости и спросила: «Это значит, что у старейшины Лэйло есть способ покинуть город высшего неба и избежать войны?» Холодный свет вспыхнул в глазах Чжаогуй, и он торжественно сказал: «Нападение на город связано с выживанием человечества в целом. У нас может быть конфликт с другими культиваторами, но мы не можем быть небрежными в нашем долге против чужеземных племен. Если кто-нибудь осмелится бежать из города и отказаться от своих обязанностей против чужеземных племен, отряд по обеспечению соблюдения приказов не будет искать вас. Мы лично вас казним». Все культиваторы в зале были поражены. Женщина в дворцовом одеянии, немного помедлив, спросила, тогда старший имел в виду, была еще храброй. Культиватор Вэнь усмехнулся: «Господа даосисты, не поймите меня неправильно. Старейшина Лэйло определенно не собирается уклоняться от своих обязанностей. Но он также не хочет, чтобы все мы, вознесенные культиваторы, умирали. Таким образом, после некоторого размышления, мы наконец придумали способ сохранить нашу численность. Хотя этот метод довольно опасен, мы собрали вас, чтобы рассказать об этом. Вы можете принять участие в этом плане». Дискуссия быстро распространилась по залу, и культиваторы стали поглядывать друг на друга с тревогой. Хань Ли нахмурился и прищурился. Один из них медленно спросил: «Прежде чем мы сделаем выбор, может ли старший объяснить план?» Чжаогуй холодно улыбнулся: «Все довольно просто. Недавно старейшина Лэйло дал сравнительно долгосрочные задания с большими заслугами. Эти миссии чрезвычайно опасны, поэтому местные культиваторы вряд ли их примут. Но если вы выполните эти задания, вы приобретете большие заслуги и сможете избежать войны. Если войны не произойдет, вы сможете вернуться в город высшего неба. Если у вас относительно низкий уровень культивации, а война действительно начнется, вы будете далеки от войны и сохраните свою жизнь в качестве одного из наших вознесенных культиваторов. Хе-хе, давайте сначала определимся с этим. Согласно нашим планам, у тех, кто будет на заданиях, шанс выжить будет 50%.
Принимать ли вы их или нет, полностью зависит от вас. В конце концов, когда нападут чужеземные племена, у вас будет только два варианта. Вы можете выполнить задание или, скорее всего, умрете на войне. Если вы попытаетесь сбежать из города или с задания, вы должны знать, что будет дальше. Глава 1357. Созревание духовных насекомых. Когда культиваторы услышали слова культиваторов стадии пространственного закаливания, у них по спинам пробежал холодок, а выражения на лице изменились. С обеих сторон их ждала смерть. Назначение было слишком опасным, но с другой стороны была большая вероятность вторжения чужеземных племен. Если бы это было нападение одного племени, была вероятность, что они выживут. С этой стороны назначение казалось гораздо более опасным. Конечно, решение относительно собственной жизни нельзя считать простым. Им нужно было уделить этому много внимания. Какое-то в зале воцарилась тишина. Культиватор Вэнь добавил: «Господа даосисты, не нужно сразу принимать решения. Эти задания будут по-прежнему выдаваться в течение года. Кроме того, когда вы выполняете задание, мы найдем кого-то, кто займет ваш первоначальный пост в охране. Не волнуйтесь, если вы будете на обычных заданиях». Хань Ли поднял голову и сказал: «Старший Вэнь Цзиба, даже если мы выполним это задание, как будет решаться вопрос с таблеткой земного очищения? Даже если мы выполним миссию, мы погибнем от двухцветной трибуляции». Чжао Гуй ответил: «Это ты, племянник Хань. Не нужно беспокоиться об этом. В этих опасных миссиях все поставлено на карту. Естественно, мы дадим вам все необходимые вам таблетки, но на них будет наложено ограничение. Если вы будете уклоняться от выполнения своей миссии, таблетка земного очищения самоуничтожится. Поэтому лучше вам не отказываться от своих миссий. Вы должны понимать последствия». Так и было. «Спасибо за объяснение, старший», — Хан Ли кивнул и спокойно сел. Когда несколько человек в комнате услышали это, их лица не изменились, но они криво улыбнулись. Последние их надежды были уничтожены. Говорим вам заранее. Первая волна миссий будет выпущена через полмесяца. Если вы планируете принять задание, лучше подготовиться. Хотя старейшина Лейло выбрал эти задания для всех вас, в частности, если другие культиваторы примут эти миссии, с этим ничего не поделаешь. Встреча окончена. Вы можете возвращаться и хорошенько подумать о своем выборе. Сказав это, культиватор Вэнь закончил встречу с улыбкой. Затем он встал вместе с Чжао Гуй, и они первыми покинули зал. Другие культиваторы, немного помедлив, также отправились в путь. У большинства из них были мрачные выражения на лицах. Хань Ли не спешил уходить. Вместо этого он оставался на своем месте, погрузившись в размышления. Вскоре в зале осталось мало людей. Неужели брат Хань хочет принять это задание? К нему подошел один культиватор и спросил с дружелюбным выражением на лице. Лицо Хань Ли дрогнуло, и он перевел взгляд на человека, который подошел к нему. Он улыбнулся и ответил: «Значит, это ты, фея Сюань». Я почти поддался искушению. Старшие сделали это для нашего выживания, но это все же слишком опасно. Женщина в лазурных дворцовых одеждах, которая подошла к Хань Ли, была культиватором на средней стадии божественной трансформации. Хань Ли видел ее несколько раз во время встреч и говорил с ней раньше. Их можно считать знакомыми. Культиватор Сюань сказала со сладкой улыбкой на лице: «Я слышала, что брат Хань смог захватить зеленую тень. Похоже, твои способности за пределами культиватора на поздней стадии божественной трансформации. Если ты примешь эту миссию, тебе будет лучше, чем большинству из нас. Может, объединим наши усилия и отправимся на миссию вместе». Хотя лазурный шарф покрывал ее лицо, судя по ее очаровательным глазам, можно было понять, что она была явно женщиной выдающейся красоты. Хань Ли почувствовал некоторое удивление от ее предложения. Посмотрев на ее лицо, он медленно покачал головой. «Ты переоцениваешь меня. Прошло не так много времени с тех пор, как я вошел в среднюю стадию. Я не могу сравниться с тобой, и я до сих пор не принял решение, буду ли я соглашаться на миссию». Еще слишком рано, Хань Ли вежливо ей отказал. В глазах женщины мелькнуло некоторое разочарование, но она не стала продолжать эту тему. Поговорив еще немного, она ушла. Наблюдая за тем, как она уходит, он невольно погрузился в свои мысли. Хотя уровень культивации женщины не был слабым, и она культивировала технику 3000 нефритов, которая, по слухам, была очень грозной, Хань Ли всегда действовал один. Он не хотел, чтобы посторонний узнал о его сокровищах. Даже если он согласится на миссию, он не собирался ни с кем объединяться.
Кроме того, была важная вещь, которая держала его около города. Даже если война начнется завтра, он не сможет немедленно уйти. Тысячи золотых прожорливых жуков, которых он взращивал с помощью радужной травы, практически достигли зрелого возраста. С техникой созревания, которую он приобрел у Святой Бесконечного Неба, они, наконец, полностью созрели. Через несколько месяцев или год насекомые закончат трансформацию и станут полностью зрелыми. Как он мог уйти в критический момент их созревания? Это может привести к провалу их эволюции. Почувствовав некоторую тревогу по этому поводу, он решил уйти. Вскоре он вернулся в город в виде полоски лазурного света. Десяток дней спустя в высшем небесном зале должна была состояться лекция, которую он не хотел бы пропустить. Таким образом, по возвращении в каменную пагоду, где находился его отряд, он сразу же заперся в уединенной комнате и сел, скрестив ноги, на коврик. Хань Ли, взмахнув рукой, достал желтую бутылку и подбросил лазурную таблетку размером с большой палец, проглотив ее. В следующее мгновение его тело покрылось слоем бледно-лазурного света. В глазах Хань Ли вспыхнул блеск, и он протянул руку. Затем он разжал пальцы и медленно закрыл глаза. Раздался негромкий хлопок. На макушке Хань Ли мелькнула вспышка духовного света, и из его головы появилась большая двухдюймовая зарождающаяся душа. Зарождающаяся душа стояла на вершине небольшого котла, и вокруг нее летали десятки миниатюрных золотых мечей. Выглядела она довольно внушительно. Зарождающаяся душа опустила голову и, взглянув на тело под собой, сложила ладони вместе. Затем она моргнула, и один ее глаз стал черным, а другой — белым, а на лице появилась невинная улыбка. Он открыл рот и выплюнул серебряный огненный шар к себе на ладони. В следующее мгновение его ладони окутало серебряное пламя. Затем произошло нечто неожиданное. На обычной на первый взгляд ладони вспыхнул черный свет, и 5 пальцев появилось 5 костяных колец. На каждом костяном кольце был выгравирован детализированный череп. Эти черепа извивались в серебряном пламени, словно были живыми. На лицах черепов были различные выражения, начиная от счастья, боли и заканчивая равнодушием. Независимо от их внешнего вида формы, кольца продолжали колебаться внутри серебряного пламени. Еще более удивительным было то, что ладонь зарождающейся души менялась вместе с кольцом. Кроме того, его плоть стала более прозрачной и белой, словно она была из нефрита, а не из плоти. Зарождающаяся душа наклонила голову и, открыв рот, выпустила огненный шар на другую ладонь. Во вспышке яркого света чарующее пламя полностью окутало его руку. Ладонь сразу же изменилась под воздействием серебряного пламени. Она стала черной, словно обугленной от огня. Одновременно с этим на тыльной стороне ладони появился небольшой узор, пульсировавший ярким светом. Когда эта странная сцена произошла на обеих ладонях, серебряное пламя и зарождающаяся душа снова исчезли в макушке головы Хань Ли. Тем временем лазурный свет на теле Хань Ли стал золотистого оттенка, а позади него появился золотой призрак. Хотя силуэт был расплывчатым, у него было 3 головы и 6 рук. На голом запястье и щеке Хань Ли появились золотые талисманные символы, которые медленно бродили по его плоти. Издалека они выглядели как золотые чешуйки. Из-за того, что тело Хань Ли сверкало золотистым светом, он напоминал божество. Десяток дней спустя Хань Ли со спокойным выражением лица вышел из уединения. После 3-дневного посещения лекции в зале высшего неба он покинул город и вернулся в свою пещерную резиденцию. Кроме того, через месяц после того, как Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию, Совет старейшин города высшего неба неожиданно выпустил ряд чрезвычайно опасных и полезных миссий. Эти миссии были связаны с различными чужеземными кланами, и для большинства из них требовался уровень культивации на стадии божественной трансформации. Это вызвало волнение в городе. Но поскольку эти миссии были чрезвычайно опасными, очень немногие их приняли. За это время несколько незваных гостей прибыли на духовную землю Хань Ли, нанеся ему визит. В его пещерной резиденции эти люди пробыли около часа, а затем ушли. Из-за этого Хань Ли почувствовал некоторые сомнения. Проведя несколько дней в раздумьях, в своей комнате уединения, он, наконец, принял решение. 4 месяца спустя большинство его золотых прожорливых жуков достигли полного созревания, в результате чего появилось 7000 грозных духовных насекомых. Хань Ли быстро собрал их и направился в секретный район в городе высшего неба, где назначали секретные миссии, и таинственно исчез. Вскоре после этого небольшая команда Хань Ли получила приказ и заменила их лидера другим культиватором божественной трансформации. Такие культиваторы, как Хань Ли, нередко таинственно исчезали. Поскольку он был вознесенным культиватором, то он, вероятно, принадлежал к какому-то благородному клану. Единственная черта этих людей заключалась в том, что все они были культиваторов на стадии божественной трансформации.
Кроме того, все они были особенно выдающимися личностями. Глава 1358. Миссия. Книга 9. Раса мира духов. В бесконечном малиновом лесу из искривленных деревьев стояло 5 юношей и девушек. Они были в скрытой части леса, в 10 метрах друг от друга. Одним из них был мужчина лет 30. Он был одет в расшитой, белоснежной одежде с сияющими глазами, похожими на молнию. Рядом была женщина в черной мантии с стройным телом, черными бровями и вьющимися волосами. На ее лице было враждебное выражение. Другому юноше на вид было лет 20, и на его красивом лице с легкой улыбкой было пятно крови. Вторая женщина была в белых одеждах, ей было лет 18. Ее изящное лицо придавало ей невинный вид. Последним из них был юноша в лазурной одежде, лет 20 с невыразительным лицом. Это был Ханли, который недавно покинул город высшего неба. Все 5 выглядели довольно молодо, но уровень их культивации был на стадии божественной трансформации и выше. Помимо Ханли и женщины в белом халате, у которых была культивация на средней стадии, уровень культивации остальных был на поздней стадии божественной трансформации. Женщина в черной мантии была культиваторшей по фамилии Ся из клана Черного Феникса, с которой Ханли впервые встретился во время миграции зверей, когда он еще не восстановил свою культивацию. Женщина холодно посмотрела на Ханли. Хотя она ничего не сказала, в ее глазах было недоумение. «Я действительно не думал, что вы, люди, отправите 3 культиваторов, 2 из которых будут на средней стадии божественной трансформации. Неужели ваша раса планирует провалить эту операцию?» Холодно спросил мужчина в белой одежде. Хотя его голос был не очень громким, все могли ясно слышать его. Когда они услышали его, улыбка с лица юноши с кровью у рта исчезла, и он повел бровью. Ханли просто моргнул, повертев нефритовую пластинку в руке. Глаза молодой женщины в белом халате блуждали, но улыбка все еще оставалась на ее лице. Все 3 молчали. Мужчина в белоснежной одежде, увидев их реакцию, пришел в ярость и собирался было что-то сказать, как вдруг заговорила женщина по фамилии Ся. «Эта миссия связана с городом высшего неба и безопасностью наших обеих рас. Если мы не будем искренне сотрудничать, не говоря уже о миссии, мы не сможем даже достичь нашей цели миссии. Не забывайте, нам придется провести год в путешествии. Поскольку ваша раса послала вас 3, очевидно, вы необычные культиваторы. Поскольку мы проведем вместе какое-то время, давайте хотя бы представимся. Меня зовут Сяхун, я из клана Черного Феникса. Это господин Даосист Ли из клана Темного Сокола. Спокойным тоном проговорила Сяхун. Юноша с кровью у рта, услышав это, вскинул брови и снова улыбнулся. Я Лундун. Кажется, что твое экстремальное пламя произошло благодаря усовершенствованию твоего жизненного пламени в другом мире. Ты член клана Лун. Сяхун слегка изменилась в лице, услышав его. Не думал, что фея Ся знает о моем клане. Запятнанный кровью юноша улыбнулся и сверкнул зубами. Меня зовут Йейн, усмехнувшись, сказала женщина в белых одеждах. Ее голос звучал как пение птиц. Ханли. Ханли просто произнес свое имя и больше ничего не сказал. Сяхун посмотрела на Ханли, и ее голос стал холодным. Значит, это был ты. Неудивительно, что у тебя были эти бессмертные побеждающие бусы. Изначально ты был культиватором. Значит, ты культивируешь искусство двойной культивации. Когда остальные услышали это, на их лицах появилась тревога. Да, я культивирую такую технику. Прошло много лет с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Как дела у Дайер? Равнодушно спросил Ханли. Сяхун немного замялась, а затем равнодушно ответила: в то время для Дайер было лучше уйти вместе со мной. Она культивируется огромной скоростью и уже достигла стадии формирования ядра. Это только вопрос времени, когда она настигнет нас обоих. Вот как. Я рад, что с ней все в порядке. Ханли слегка вздохнул. Молодая женщина в белом халате, Йейн, взглянула на двоих и хихикнула. Что? Сестра Ся знает брата Ханя. Знаю его. Хе-хе, нас можно считать старыми знакомыми, холодно рассмеялась Сяхун. В этот момент окровавленный юноша взглянул на двоих, и его взгляд на мгновение остановился на Сяхун. Затем он сразу же отвернулся. В его глазах мелькнул след разочарования, и никто, казалось, не заметил. Немного подумав, Сяхун предупредила: хотя мы еще не углубились в пустыню, то, что вы здесь, уже является показателем вашей силы. Но дальше будет сложнее. Если мы не объединимся, боюсь, что нам всем будет трудно безопасно пройти через лес черных листьев. На пути нас ждет большое количество опасности.
От названия леса все четверо изменились в лице. Женщина в белом халате спросила: «Эта миссия состоит в том, чтобы разведать передвижение клана древесных духов. Нам нужно найти шпионов и заполучить у них информацию. Эта миссия не выглядит слишком сложной». Окровавленный юноша вздохнул и пробормотал: «Трудно сказать. Это будет зависеть от удачи. Если все пройдет гладко, миссия будет простой, но если мы столкнемся с проблемой, и древесные духи обнаружат нас, мы все, вероятно, умрем. Однако эта миссия во многом связана с нашими двумя расами. Так что впереди нас, так или иначе, ждет опасность». Юноша в белой одежде нахмурился и озадаченно спросил: «Раз это так важно, почему они послали культиваторов ранга божественной трансформации? Разве не было бы разумнее отправить культиваторов пространственного закаливания?» Запятнанный кровью юноша ответил не сразу. Вместо этого он посмотрел на Сяохун, загадочно улыбнувшись. «Поскольку он задает вопросы, кажется, ты должна отвечать за него». Молодая женщина в белом халате спокойно сказала: «Раз брат Лун знает об этом, кажется, ты должна отвечать за человеческую сторону». Губы Лундуна дрогнули, и он смутно ответил: «Верно, я знаю кое-что». Когда женщина в белом халате услышала это, она поджала губы и повернулась к Ханьле. Ханьле оставался бесстрастным, словно не слышал их разговора. От этого женщина в белом халате удивленно взглянула на него. Сяохун повернулась к юноше в белой одежде и объяснила: они послали культиваторов в стадии божественной трансформации, потому что лес черных листьев уже покрыт сетью снов небесного леса. Если кто-нибудь, находящийся выше стадии божественной трансформации, войдет в лес, это подымет тревогу. Молодой человек в белой одежде кивнул и внезапно посмотрел на Ханьли, слегка прищурившись. Вот как? Но даже если даосист Лун способен на это, двое других — культиваторы на средней стадии божественной трансформации. Разве они достаточно сильны для этого? Брат Ли, пожалуйста, будь спокоен, группа старейшин послала и молодую леди Е, и даосиста Ханя. Они, определенно, высоко ценят их. Так что будь уверен, что они вас не разочаруют, усмехнулся Лундун. Молодой человек в белой одежде сказал зловещим тоном: «Раз ты ручаешься за них, тогда оставим этот вопрос, но если они станут для нас бременем, я не собираюсь их спасать». Из-за нескрываемого презрения мужчины в белой одежде женщина в белом халате изменилась в лице. «Твой уровень культивации превосходит мой всего на 1 ранг, а ты говоришь так, как будто уже на стадии пространственного закаливания». Юноша в белой одежде холодно усмехнулся: «Когда ты достигнешь этого ранга, ты поймешь, насколько значительна разница». Женщина в белом халате чувствовала гнев. Как только она подумала об ответе, Ханьли вмешался: «Раз господин даосист Лун и фея Ся знают об этой миссии больше, почему бы вам не рассказать нам об этом поподробнее? Когда я получил эту миссию, мне дали только общие детали. Я не думал, что мне нужно сотрудничать с другими. Если бы я знал это, я бы, скорее всего, не взялся за эту миссию», — сказал Ханьли с равнодушным выражением лица. Он действительно чувствовал себя несколько несчастным. Когда он обнаружил, что в этом задании будет несколько человек, он понял, что миссия будет непростой, и засомневался в этом. Но поскольку миссия была важной, и он бы решил выяснить кое-какие подробности, он утратил бы свои привилегии, и ему бы пришлось взять другую миссию, оставшись при этом в городе высшего неба в течение 10 лет. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как согласиться на эту миссию, поскольку ему нужно было покинуть город в течение нескольких лет. В результате он должен был собраться в этом месте через месяц. Когда он увидел, что есть только уроженцы мира духов, а не другие вознесенные культиваторы, он иронично усмехнулся. Похоже, сложность и опасность этого задания были намного выше, чем он ожидал. Чжао Гуй не упоминал, что эту миссию будут выбирать только вознесенные культиваторы. Неужели он согласился на неправильную миссию, но прежде чем он отправился в путь, ему уже дали достаточно таблеток земного очищения и пожелали ему удачно завершить миссию? То же самое ему сказал Чжао Гуй. Подумав об этом, Ханьли почувствовал удивление. Лундун улыбнулся и сказал: «Я расскажу брату Хань и леди Е о деталях миссии по пути. Миссия не терпит отлагательства, поэтому нам лучше отправиться в путь». Слова брата Луна разумны. «У нас мало времени. Давайте отправимся в путь и подробную информацию расскажем по пути», — согласилась Сяохун. Двое других не возражали. Ханьли остановился и медленно кивнул. «Хорошо, у нас будет время поговорить». Лундун любезно предложил: «В таком случае, ради осторожности, каждый должен сесть на мою духовную облачную лодку. Нам не придется тратить магическую силу, а только использовать несколько духовных камней. Способности лодки к сокрытию также хороши, так что по пути мы столкнемся с меньшим количеством неприятностей».
Глава 1359. Тайные заговоры. Из леса вырвался слабый белый свет. В нем виднелась лодка длиной более 60 метров. Лодка была разделена на 2 этажа и казалась полностью изготовлена из нефрита. На поверхности лодки были выгравированы простые облачные изображения, переливающиеся золотыми и серебряными талисманными символами, создавая необычную ауру. Нефритовая лодка вздрогнула. Внезапно серебряные и золотые талисманные символы взорвались, превратившись в белое облако, окутавшее лодку. Вся лодка выглядела как ничем не примечательное белое облако. Огромное облако сделало круг в воздухе и помчалось прочь. Хотя облако, казалось, мягко летало по воздуху, оно двигалось с предельной скоростью, преодолев 300 метров в одно мгновение. Его скорость была сравнима с обычным культиватором божественной трансформации. Сяо Хун, стоя на борту лодки, оглянулась и похвалила: «Неплохо». Хотя духовая лодка, подходящая для путешествий, не считается большой редкостью, такая быстрая лодка — первоклассный товар. Как и ожидалось от клана Лун, владельца человеческого аукционного дома. Лун Дун ответил вежливо: «Хе-хе, фея Сяо переоценивает меня. Твой клан является одним из 7 великих демонических кланов. Ты, наверное, повидала все сокровища на своем веку. Скорость моей духовной облачной лодки в твоих глазах не более, чем обычная. Однако в лодке достаточно места. В ней как минимум с десяток комнат. Кроме одного человека, которому нужно следить за окружением, все остальные могут отдохнуть в комнатах. Если все пройдет гладко, мы прибудем через полгода. Если во время этого заняться культивацией, время пролетит быстро». Сяо Хун кивнула: «Хорошо. Мы будем следить 10 дней по очереди, пока остальные могут делать на лодке все, что пожелают. Сначала пусть каждый выберет себе комнату». Другие не возражали против этого и просто выбрали себе комнату. Поскольку они могли отдыхать и медитировать, они установили другие ограничения в комнате, чтобы защитить себя от посторонних глаз. Затем, после короткого обсуждения, они распределили время дежурства. Получилось так, что Хань Ли оказался последним на очереди, в результате чего у него было 40 дней на отдых. После этого Хань Ли больше не общался с другими и вместо этого направился в свою комнату. Другие сделали то же самое, кроме Лун Дуна, который дежурил первым. Оставшись один на борту, Лун Дун направился к передней части лодки. Затем он щелкнул пальцем и, достав зеленый коврик, сел на него со скрещенными ногами. Затем Лун Дун пробормотал: «Полгода. С нетерпением жду, когда этот день наступит». Затем он медленно закрыл глаза, и на его лице появилась странная улыбка. В комнате шириной в 10 метров Сяо Хун и юноша в белом сели напротив друг друга. Что? В молодой девушке ей течет кровь небесного феникса, и она является ученицей благородного клана истинных духов? Удивился юноша. Сяо Хун торжественно сказала: «Чему ты так удивляешься? Твой клан Темного Сокола также является редким видом птиц. Ты определенно должен был что-то почувствовать. Наш клан Черного Феникса, хотя и является ответвлением клана Фениксов, частота нашей небесной крови Феникса намного выше, чем у той девушки. Но нет сомнений в том, что в ней течет кровь Феникса». Юноша в белом вздохнул со странным выражением на лице. «Вот как. Когда я увидел эту девушку, мне стало не по себе, словно появилось легкое чувство страха, поэтому я немного растерялся, когда мы вошли в лес. Так почему фея Сяо сказала мне это? Просто если в девушке была другая настоящая духовная кровь, проблем бы не было. Но в ней течет кровь небесного феникса, который является королем птиц. Брат Ли должен понимать, что это значит». Сяо Хун сладко улыбнулась, но взгляд у нее был ледяной. Юноша в белом на мгновение замолчал, а затем холодно рассмеялся. «Конечно, я понимаю. Но не забывайте, что сказали старейшины по поводу этой миссии. Если мы позволим личным делам помешать миссии клана, то нам конец, независимо от того, удастся ли нам заполучить кровь небесного феникса». Сяо Хун усмехнулась. «Разве я сказала, что хочу напасть на нее до того, как мы закончим миссию? Сначала мы должны убедиться, что миссия завершена. Тогда мы нанесем удар. Напасть после окончания миссии. А если это не повлияет на миссию, то это будет возможно. Но 2 других помогут ей. Даже если мы заберем кровь истинного феникса, как мы ее разделим? Кровь невозможно равномерно разделить», — юноша в белом покачал головой. Сяо Хун стиснула зубы и сказала: «Кровь небесного феникса полезна для нас обоих, но ее эффект более выражен, чем у клана Черного Феникса. Как насчет этого? Если брат Ли поможет мне приобрести духовную кровь, я отдам тебе 3 таблетки черного пламени. Кроме того, у меня есть план, как разобраться с 2 другими. Лес черных листьев — небезопасный район,
так что нет гарантий, что они смогут оттуда благополучно вернуться. 3 таблетки черного пламени. Не шутишь. Обрадовался юноша в белом. Ся Хун криво улыбнулась. Я обладаю особым статусом в клане Черного Феникса. Хотя таблетки считаются бесценными, за сотни лет мне удалось накопить достаточно ингредиентов для 3. Я планировала использовать их, чтобы перейти на стадию пространственного закаливания. Немного подумав, юноша сказал с серьезным выражением на лице: «Вот как. Я помогу тебе после завершения миссии. Однако кровь будет нелегко заполучить. Особенно настоящую кровь от великого истинного духовного рода. Ее будет трудно приобрести после того, как она слилась с человеческим телом. Не волнуйся, у клана Черного Феникса есть особая техника извлечения истинной крови. Так что у меня есть шанс успешного извлечения крови с вероятностью 80%, по крайней мере». Услышав это, юноша в белом кивнул: «Раз ты так уверен, то ладно». В другой комнате молодая женщина в белом халате сложила руки в жесте заклинания. Она сидела, скрестив ноги, на кровати. За ее головой медленно парил лазурный ореол шириной в метр. При ближайшем рассмотрении ореол был совершенно круглым, а по его краям мелькало белое пламя высотой в фут. В центре также можно было разглядеть полый силуэт. Внешний вид силуэта напоминал женщину, но был в несколько раз меньше. Глаза силуэта были закрыты, а его рука также была в жесте заклинания. Внезапно рот молодой женщины дрогнул, и на ее лице появилась нечеткая улыбка. Примерно в то же время на лице изображения в ореоле было такое же выражение. Хань Ли ходил по комнате в одиночку с равнодушным выражением лица. Его глаза мерцали, словно он был погружен в свои мысли. В углу комнаты на нефритовом столе стояли 2 небольших предмета. Вместе с Хань Ли в комнате находился леопард размером с котенка с 4 лапами, лениво дремавший на полу. На голове маленького леопарда сидела обезьяна ростом всего в несколько дюймов. Ее мех мерцал черным светом, и она смотрела на Хань Ли умными глазами. Хань Ли внезапно прекратил ходить и, щелкнув рукой, приманил к себе белую нефритовую пластинку и маленькую бутылочку. Бутылка была просто украшена, и на ней были выгравированы 3 древних символа. При ближайшем рассмотрении на ней читалась таблетка земного очищения. Хань Ли погладил бутылку пальцем и вздохнул. Во вспышке света бутылка исчезла, и осталась только нефритовая пластинка. Нефритовая пластинка была передана ему несколькими таинственными культиваторами перед тем, как он покинул город высшего неба. Хань Ли, немного повертев в руках пластинку, приложил ее к своему лбу. На нефритовой пластинке была огромная карта, но она выглядела неполной. Недостающие области карты сияли слабым золотым светом. Хотя Хань Ли не раз осматривал ее, он продолжал делать это снова и снова, словно пытаясь это найти. В 1000 километров от города высшего неба, в тайной комнате за каменным столом, друг напротив друга, сидели монах и культиватор в даосистской одежде. Даосисту было лет 40 на вид. У него были большие глаза, густые брови и золотистая кожа. Монах выглядел старым, у него была белая борода длиной в полфута. Морщины покрывали его лицо, а глаза были тонкими линиями, словно он не мог их открыть. «Пришло время собраться вместе и отправиться в путь», — сказал старик. «Да, но есть кое-что, что ускользает от меня. Почему брат Цзиньюэ внезапно изменил свой первоначальный план после того, как покинул уединение? Почему ты отправил этих младших на земли чужеземных племен? Эти люди — самые выдающиеся из вознесенных культиваторов. Ты должен четко понимать, что миссия по сбору разведанных на землях чужеземных племен может показаться простой, но на самом деле она крайне опасна. Кланы демонов послали бы эквивалентных людей, но на самом деле у них, похоже, есть другие планы», — сказал даосист с озадаченным лицом. Расы вокруг стали беспокойными. «Ты должен это знать», — сказал старый монах. Когда даосский священник услышал старого монаха, его сердце дрогнуло, и на его лицо появилось торжественное выражение. «Конечно. Но недавно появившееся высшее небесное сокровище, занесенное в список 1000 хаотических духовных сокровищ, входит в 3 лидеров. Это высший небесный духовный меч». Глава 1360. Фиолетовая тень. Старый монах пробормотал: «Верно. Изначально должно было пройти еще десятки тысяч лет до очередного нападения. Но теперь в войне может участвовать даже сотни раз». Даосистский священник проговорил в замешательстве. «Почему брат Цзиньюэ ходит вокруг да около? Эта информация очевидна. Как это связано с тем, о чем мы говорили? Разве различные расы не боятся быть втянутыми в эту войну?» Старик медленно сказал: «Страх втянуться в войну? Хе-хе, когда вопрос поставлен таким образом, разве останется раса, которая не будет затронута войной?
В прошлый раз, когда появилось высшее небесное сокровище, оно также спровоцировало кровавую бурю еще до того, как оно приняло форму. Раса, которая в конце концов приобретет это сокровище, может осветить его, чтобы привлечь существо истинного духа, чтобы защитить свой клан и превратить его в сильнейший клан в мире духов. Истинные духи превосходят бессмертных из истинного мира бессмертных. Конечно, прежде чем появится могущественный истинный дух, клан должен будет защищать его. В противном случае его захватят другие. Если раса, которая приобретает это сокровище, окажется слаба, они могут даже предложить это сокровище более сильному клану в качестве платы за защиту или оставить его в дикой местности, чтобы предотвратить уничтожение своего собственного клана. Даосистский священник не понимал монаха, но он не перебивал его. Монах сделал паузу, а затем продолжил. Разумно сказать, что с нашей силой трудно предсказать, какое племя получит высшее небесное сокровище. Однако у демонов есть культиватор интеграции тела, который обладает способностями к предсказаниям. Поскольку он знает, что у него нет шансов пережить следующую трибуляцию, он активировали весь свой потенциал и использовали магическую силу всей своей жизни, чтобы предсказать местонахождение следующего сокровища. В результате было показано, что высший небесный духовный меч появится в северо-западной части того, что известно людям как континент Тяньюань. Хотя континент Тяньюань является самым маленьким из трех, на нем гораздо меньше рас, чем на других континентах. В его северо-западной части проживают люди, демоны, кланы духов, лесные кланы, кланы ночных монстров, кланы теней и еще 6 других рас. Другими словами, недавно появившееся высшее небесное сокровище может появиться на человеческих землях. На данный момент только люди и демоны знают об этом, но вскоре об этом станет известно всем. В конце концов, в наших рядах наверняка найдутся шпионы из других рас. Даже у стен есть уши. Если другие иностранные расы обнаружат это, ты должен понимать, что последует вслед за этим. Монах договорил с кривой улыбкой на лице. Вот как. В этом случае, если мы не будем осторожны, возможно, мы будем уничтожены. Лицо даосистского священника побледнело. Монах вздохнул. Согласно древним легендам, когда в этом районе уничтожается множество могущественных существ, можно применить таинственную технику кровавого жертвоприношения, насильно вызвав высшее небесное сокровище. Этим могущественным кланам нет дела до уничтожения людей или демонов. Они используют нас как кровавую жертву. В последние сотни расовых войн щит небесной формы, занявший 4-е место, вызывал беспорядки на протяжении многих лет. Они охватили большинство кланов на всех континентах и уничтожили более слабых в резне. Поэтому, независимо от того, какой клан приобретет сокровище, нам придется начать войну, чтобы не стать кровавой жертвой, иначе другие кланы займут наше место. Вот как, значит, недавно вознесенные культиваторы отправились в земли чужеземных кланов. Даосистский священник вдруг что-то понял. Монах торжественно сказал: высшее небесное сокровище — это небесные сокровища, способные изменить законы мироздания, но не все приходят из мира духов, некоторые можно культивировать из более низкого мира. Хотя вероятность этого крайне мала, в последние 100 лет были подозрительные вознесенные культиваторы. Все они были высланы из города высшего неба на самые опасные миссии, связанные с чужеземными кланами. Независимо от того, преуспеют ли они в своей миссии, они в скором времени обнаружат, что не могут вернуться в город высшего неба. Конечно, есть также несколько подозрительных чужеземных культиваторов, которые также были высланы из города высшего неба или были насильственно сосланы в пустыню по любой причине. Помимо этих людей, есть еще несколько людей с удивительным потенциалом и способностями, которые также были отправлены в пустыню. Таким образом, если у них действительно есть высший небесный духовный меч, мы эффективно избавляемся от источника бедствия. Если мы окажемся побежденными на войне, эти люди смогут продолжить линию людей и демонов, снова приведя нас к процветанию. Не нужно так переживать об этом. Если мы выясним, что кто-то из этих людей в самом деле обладает высшим небесным сокровищем, мы сможем. Даосистский священник внезапно замолчал. Монах объяснил: мы можем исследовать их духовное чутье с помощью техник, контролирующих разум, но какая польза от того, если мы узнаем, что высший небесный духовный меч находится в наших руках? Для нас он не более, чем источник неприятностей. Разве ты можешь гарантировать, что никто из группы старейшин не является чужеземным существом, которое просто приняло их форму? Если это произойдет, не только наш человеческий клан станет мишенью, но даже демонический клан может разорвать свой союз с нами ради собственного выживания. В этом случае люди будут истреблены. Мы не какая-то могущественная раса. Мы не сможем удержать сокровище, пока в нашу дверь не постучится существо истинного духа. Даже если мы представим сокровище более сильному клану для защиты, я считаю, что раса теней и другие не упустят этот шанс. Вместо того, чтобы прикидываться дураками, нам лучше подготовиться в грядущей войне. Пока у нас нет уверенности в том, какая раса обладает высшим небесным сокровищем, то, скорее всего, нас будет атаковать клан теней и лесной клан.
Объединившись с демонами, мы сможем удержать наш город высшего неба. Клан духов и клан ночных монстров вступят в войну с ожесточенной энергией, узнав эту информацию. В худшем случае различные кланы получат серьезные повреждения, и мы выполним требования кровавого жертвоприношения, чтобы призвать высшее небесное сокровище. Независимо от того, кому изначально принадлежало сокровище, как только мы сможем его призвать, мы переживем это бедствие. Но чтобы помешать этим могущественным кланам нас найти, сначала мы должны добиться победы. Я полагаю, что эта битва будет отличаться от городских осад столетней давности, и через несколько лет эта война будет иметь гораздо более жестокие последствия. Хехе, другие кланы, скорее всего, думают так же. В противном случае другие кланы тщательнее бы искали высший небесный духовный меч, но все они готовятся к войне, наконец закончил старый монах. Даосистский священник, услышав это, молчал какое-то время, а затем воодушевленно спросил: «Откуда у тебя эта информация? В прошлый раз мне не сказали об этом. Неужели группа старейшин скрыла это от меня?» Все просто. Мы сделали это только после того, как узнали, что с твоей личностью что-то не так. Я не знаю, должен ли я продолжать обращаться к тебе как к Лейлуо или как к высшей фиолетовой тени. Фиолетовая тень. Что значит великий мастер Цзиньюс? Даосистский священник нахмурился. Хехе, пора. Давайте начнем. Старый монах проигнорировал священника и посмотрел на изысканную курильницу в углу комнаты. Палочка благовоний сгорела практически наполовину. Пора. Не говори мне, что ладан. В глазах даосистского священника вспыхнул фиолетовый свет, и его лицо сильно изменилось. Почти в то же время фиолетовая тень вырвалась из его тела и набросилась на старого монаха. Монах остался на своем месте, лишь слегка взмахнув рукавом. Грянул взрыв, и вспыхнул золотой свет. В воздухе появились буддийские руны. Фиолетовая тень ударилась о стену, словно получив удар огромной силы. Вскоре его тело с силой дрогнуло и превратилось в шар, неспособный к каким-либо дальнейшим действиям. В этот момент стена вспыхнула лазурным светом, и вдруг появилась лазурная нефритовая чаша. Она мгновенно выпустила лазурный туман, поглотив в себя фиолетовую тень. Неплохо, благовония 4 духов достойны своей репутации в сдерживании клана теней. Они смогли захватить даже фиолетовую тень. Стена вспыхнула белым светом, демонстрируя ученого средних лет. Он был в белых одеждах, а на его лице было непринужденное выражение. «Брат Тянь Юань, большое спасибо за твое благовоние, иначе было бы трудно справиться с этим злым существом». Монах посмотрел на ученого и встал в знак приветствия. «Великий мастер Цзинь Юэ переоценивает меня. Мне просто удалось развить новую способность, которая позволила мне заметить, что Лэй Ло был одержим. Жаль, что гениальный Лэй Ло так встретил свой конец». Ученый взглянул на тело даосистского священника и вздохнул. Жизнь вскоре покинула тело одержимого, и его плоть сморщилась. Монах тихо скандировал со следом страдания на лице. Вскоре он щелкнул пальцем, выпустив золотое пламя из пальца. Внезапно тело одержимого превратилось в ничто, сгорев в золотом пламени. Согласно общепринятому соглашению, хотя фиолетовая тень эквивалентна силе культиватора интеграции тела, со способностями Лэй Ло тень не могла с легкостью овладеть им. Кажется, что мой старый друг строил заговор против нас, когда в последний раз путешествовал в пустыню 100 лет назад. Фиолетовая тень была чрезвычайно коварной и сохраняла его прикрытие в течение многих лет, когда он вернулся в город. Если бы не острые чувства святого владыки, боюсь, что нас всех бы обманули. Злое существо собиралось собрать всех вознесенных культиваторов и отправить их на верную гибель под видом защитных. Появившийся мужчина средних лет был известным мастером города небесного происхождения, святым монархом Тянь Юанем. Лорд Юань Тянь грациозно улыбнулся и сказал: «Однако в последние годы мои старые друзья слишком сильно отдают предпочтение культиваторам мира духов. Неудивительно, что вознесенные культиваторы затаили обиду». Лицо монаха стало мрачным. В последние годы я оставался в уединенной культивации и пренебрег этими вопросами. Теперь, когда появился великий враг, я не могу справиться с этими мелкими делами. Неизвестно, сколько информации просочилось после того, как тело господина даосиста Лэй Ло было захвачено. Защита и ограничения города высшего неба должны быть изменены.